Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на ноябрь 2025 года. Пишите, как ваши дела, как вы себя чувствуете после сентября, после октября. Кто смотрит в октябре, пишите, какие у вас сейчас в середине октября перемены уже случились, кого настигли затмения в октябре, какие у вас судьбоносные перемены кармические. Этот месяц для многих из вас мог оказаться переломным, и все, что запустили сентябрьские затмения, сейчас активно проявляются именно в октябре, в ноябре. Осень вообще у нас такой переломный момент, такой сезон. Много ретроградных планет, много планет возвращаются в другие знаки, затмения. Все это, конечно, сильно влияет на всех нас. Знаю, что многие писали в комментариях про перемены, переезды, увольнения. Увольнения вообще массовые у всех знаков зодиака. Какие-то новые решения, неожиданные развороты судьбы. У меня там, зайдите под любым видео на сентябрь гороскопа, почитайте комментарии, сколько у людей перемен, сколько всего происходит. Многие пишут день в день, что все сбывается по моим прогнозам. Спасибо большое, что заходите, делитесь, не забывайте, если что-то случается, не забывайте зайти и сказать, как это проигралось. Пишите, как прошел октябрь. Чувствуете ли вы, что жизнь ваша начинает меняться? Я немножко приболела, прошу прощения, я пропустила 2 недели, не выпускала гороскопы на неделю. На эту неделю я уже выпустила, можете переходить, смотреть. И напоминаю вам, что в каждом видео я разыгрываю бесплатный марокканский таро-расклад от меня лично на один ваш вопрос с подробным ответом. Скоро в Инстаграм выложу отзывы тех девушек, людей, которые ко мне обращаются за таро-прогнозами. И насколько все у них действительно сбывается, они находят свои ответы. Поэтому для того, чтобы участвовать и выиграть бесплатный марокканский таро-расклад, вы должны быть подписаны, поставить лайк и написать комментарий от 4 слов под этим видео, любой. Чем больше комментариев пишете, отдельных именно, тем больше у вас шансов. Ноябрь откроет перед вами новые горизонты, возможности, особенно связанные с работой, переездом, деньгами, домом и вашим внутренним состоянием. Будут планеты активны в Скорпионе и в Стрельце и дадут вам мощный толчок к переосмыслению ваших целей, ваших приоритетов. Вы будете решать важные финансовые вопросы, оформлять документы, визы. Может быть, вы решите вернуться с эмиграции домой или, наоборот, решите переехать куда-то в новый город, новую страну. Будете разбираться с долгами, возвращать долги или брать в долг на какую-то поездку, разбирать то, что накопилось за последние месяцы. Ноябрь станет месяцем движения, перемен и осознания, и вы словно проснетесь после долгого эмоционального периода и поймете, куда вам идти дальше. Главное, не цепляйтесь за старое и доверьтесь тому, что открывается перед вами. Напоминаю вам, смотрите правильно гороскопы. Есть такие, кто мне пишет: я не верю в асцендент, я смотрю только по своему знаку зодиака, и у меня ничего не сбывается. Так смотрите гороскопы правильно, чтобы вы хотели, если вы хотите, чтобы они сбывались, если вы хотите смотреть, что реально будет у вас происходить, смотрите сначала на асцендент, потом уже по Солнцу и по Луне. По асценденту и Солнцу чаще всего проигрываются вместе. У некоторых ярко выраженный именно асцендент, только по асценденту конкретные события проигрываются. Не знаете свой асцендент, пишите мне комментарии под видео, я рассчитаю бесплатно. Дата, время и место рождения нужны точные. Итак, начинается месяц 2 ноября. Венера, планета комфорта, любви, денег, находясь в весах в вашем 7-м доме гороскопа, будет делать квадрат к Юпитеру в раке в вашем 4-м доме гороскопа. День, когда может возникнуть напряжение между отношениями и семьей, между партнером и родными, между личными чувствами и бытовыми вопросами. Могут быть ситуации, когда кто-то из близких требует от вас внимания, а вы чувствуете, что не можете разорваться. У некоторых из вас может появиться какие-то вопросы или проявится тема жилья, место жительства, обсуждение переезда, покупка, аренда квартиры, оформление документов, семейные дела, связанные с собственностью. Может быть, документы на место жительства. Нужно будет делать ВНЖ, ПМЖ, продлевать какие-то документы, регистрация, прописка. Может появиться... Как может проявиться еще этот квадрат? Может быть спор с партнерами за место жительства или из-за бытовых обязанностей, кто за что отвечает, кто что делает. Может быть внутренний выбор между семьей и работой. Венера в весах, она хочет гармонии, красоты, но квадрат с Юпитером в раке
делает эмоции чрезмерными, и все, что связано с домом, семьей, родными и чувствами, это все может выходить за рамки привычного. То есть эмоций может быть больше, чем обычно. Будете воспринимать все очень близко к сердцу, эмоционально, резко. День, когда вы можете потратить слишком много сил на дом, на ремонт, может быть, на подарки для близких, на помощь им, или просто на то, чтобы всем было хорошо, а потом пожалеете об этом. Знаете, когда вы очень много вкладываетесь, а не видите отдачи. Будьте аккуратны с обещаниями и расходами, не принимайте решения на эмоциях. Лучше перенесите важные разговоры на следующий день. Если ситуация касается документов, недвижимости, суда, не спешите подписывать ничего без проверки. Аспект дает желание все сделать сразу, но очень легко ошибиться, поэтому читайте мелкий шрифт. Сохраняйте спокойствие и не идите на поводу у эмоций. Тогда день пройдет мягче, и возможные конфликты можно будет сгладить или обернуть в вашу пользу. Для тех, кто хочет от меня личных консультаций, чтобы я разобрала вашу натальную карту, рассказала вам, как ее запустить в плюс, как сделать так, чтобы работала в плюс ваша формула брака, формула любви, чтобы вы притягивали нужных партнеров, чтобы у вас финансы были, как себя реализовать. Пишите мне, пожалуйста, в Телеграм, Инстаграм, если хотите прогнозы на год, марокканский таро-расклад. Очень хорошие, можете зайти в Инстаграм, я выложу отзывы, очень хорошие отзывы от тех, кто им берет у меня марокканский таро-расклад. На все вопросы отвечаю подробно. Пишите в Инстаграм или Телеграм, все ссылки есть в описании канала. Многие их не находят, пролистывайте описание канала до конца, и там прямые ссылки. Телеграм, Инстаграм или электронная почта. Я ее написала, если вам удобнее. Цены я буду менять в конце года. Осталось еще 2 месяца, потому что очень много, аудитория увеличивается, много желающих, много людей, очень много времени уходит. Я буду увеличивать цены. Я изначально это знала, что пока я не наберу аудиторию, они будут такими символическими. Поэтому успейте пока до конца года, если вы хотели разбор, успейте заказать по этим ценам. 4 ноября Марс переходит в знак Стрелец в ваш 9-й дом гороскопа. Время, когда вы начинаете действовать, решать дела, которые откладывали раньше, принимать решения. Могут быть сбор документов, оформление визы, покупка билетов, поездка, может быть поездка в путешествие, не обязательно в эмиграцию, обучение, сдача экзаменов, общение с людьми из другой страны, другой культуры или разговор о переезде. Может начаться активная подготовка к путешествию, оформление бумаг, получение разрешений каких-то. Может быть, вы решите подать документы на новое место работы, записаться на курсы или заняться блогом, потому что 9-й дом — это все, что расширяет ваш кругозор. Это еще и международная аудитория. Энергия Марса даст вам напор, уверенность и желание идти вперед, но при этом важно не спешить, особенно если это связано с бумагами или организацией. Еще в этот день Марс делает благоприятный аспект к Нептуну в вашем знаке, к Нептуну в Овне. А значит, все, что вы начинаете, будет идти легче, если вы слушаете себя, доверяете своей интуиции. Возможно, встречи с людьми, которые вдохновят вас или подскажут нужное направление. К примеру, вы полетели куда-то в отпуск, вам понравилась страна, вы познакомились с людьми, вам посоветовали, как сюда переехать, эмигрировать. Все как-то вот так может запуститься, закрутиться неожиданно для вас самих. Хорошее время для общения, для творческих идей, для запуска творческих проектов, для работы с видео, с блогом, с музыкой, с дизайном, с йогой. Всем, что связано с вдохновением и с внутренней верой. К вам может прийти озарение, как изменить свою жизнь, куда двигаться дальше. Появится энергия действовать мягко, но уверенно. Но в этот же день Марс еще образует оппозицию к Урану в Тельце. И вот здесь начинается такая небольшая суета. Может сорваться поездка, могут поменяться планы, билеты, рейс, или подорожают билеты, придет какой-то неожиданный платеж, может ломаться техника или транспорт, может прийти штраф или там завис какой-то перевод денежный. Возможно, путаница с документами, будьте осторожны и внимательны. Также по этой оппозиции может быть конфликт с партнером или с кем-то из близких из-за денег, из-за расходов, из-за бытовых дел. Можете поругаться на тему, куда ехать, на что тратить деньги, и почувствуете такое раздражение, что что-то у вас идет не по плану, не так, как вы хотели, не так, как вы планировали. Будьте к этому готовы, не паникуйте, отнеситесь к этому спокойно. Это всего лишь временный аспект. День очень активный и нервный,
Поэтому не надо торопиться, проверяйте квитанции, билеты, счета, все сохраняйте, пересчитывайте деньги, не принимайте решения изгоряча. Все храните как-то в надежном месте, чтобы у вас ничего не украли, чтобы не было никаких таких непредвиденных обстоятельств. Если что-то идет не по плану, не переживайте, потому что энергия Марса в оппозиции к Урану все ускоряет и заставляет действовать на эмоциях, на стрессе и неожиданно. Лучше спокойно переждите, и через пару дней все станет на свои места. Хотела с вами поделиться. Вчера я впервые в Ютубе вышла в прямой эфир, общалась с подписчиками. Если вам это интересно, пишите в комментариях, я буду чаще выходить, будем с вами общаться. Я рассказываю про свою жизнь. Я недавно переехала в Испанию. Рассказываю про жизнь, отвечаю на ваши какие-то вопросы. Очень интересно было, мне понравилось, я впервые выходила. Поэтому пишите, если хотите, буду чаще выходить, делиться с вами. Может, мы с вами сделаем тематический эфир, к примеру, там на тему Венеры или Луны в знаках, или там Юпитер в домах в вашей натальной карте при рождении. Пишите, если хотите, буду чаще выходить. Нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда я выхожу в эфиры или выпускаю какие-то видео. 5 ноября происходит полнолуние в знаке Тельца. Полнолуние — это всегда кульминация, итог, завершение какого-то процесса, решение, к которому вы шли последние 2 недели или даже дольше. Может быть решение по вопросу, которое вы начинали, по делу, которое вы начинали по новолунию в Тельце полгода назад. Это момент, когда все становится ясно, кто прав, что работает, что нет, где получается у вас результат, где нужно что-то отпустить, закрыть тему. Может, у вас какой-то вопрос или ситуация тянулась с тем же переездом или с какие-то финансовые вопросы, и сейчас вот по полнолунию придет решение. Полнолуние дает ответы, которые раньше были неочевидны, поэтому в эти дни, вблизь полнолуния, пару дней до, пару дней после, многое проясняется само собой. У вас это полнолуние происходит во 2-м доме гороскопа. Это финансы, ценности, расходы, доходы, траты, уверенность. Все, что дает чувство стабильности. Кульминация напрямую связана с финансами, заработками, вашими материальными вопросами, самооценкой. Может, вы получите какую-то сумму денег, выплату, зарплату, премию, какой-то результат финансовый по вашей работе. Может быть, завершение сделки, оформление документов, которые касаются финансов или получения денег, решение вопросов с банком, долгами, алиментами. Может, вы будете какую-то крупную покупку совершать или продавать что-то. 2-й дом — это еще и траты, поэтому траты могут быть на что-то, что приносит комфорт, какие-то вещи, не знаю, дорогая сумочка, дорогие какие-то процедуры у косметолога. Вы можете понять, что старый источник дохода себя исчерпал, и нужно менять подход, искать что-то новое, перестраивать отношения с деньгами. То есть полнолуние это высветит, даст вам ответы на ваши вопросы по финансам, какая у вас сейчас там ситуация. И энергия Тельца делает это полнолуние такое земным, конкретным, материальным. Оно показывает, что хватит ждать, посмотрите, что у вас есть, распорядитесь этим разумно. Может быть, вы почувствуете усталость от нестабильности, захотите навести порядок в своем бюджете, вернуть долги, перестать тратить на ненужное, заняться реальными делами, которые дают стабильность. Может, вы по полнолунию наконец-то там рассчитаете и будете знать, какая сумма вам нужна для, к примеру, переезда или для покупки недвижимости, или в принципе, для каких-то трат. Там, вы наконец-то определитесь, поймете, какой должен вам бюджет. В общем, все, что касается финансов, будет высвечиваться. Иногда полнолуние высвечивает внутренние ценности наши. Можете понять, что деньги — это не единственное, что делает вас уверенными, и важно сохранить баланс между материальным и личным. И что-то из недавних событий может подойти к логическому итогу. Вы почувствуете, что стали более уверенными. Еще 2-й дом — это тема голоса. 2-й дом — это голос наш. Может, вы по полнолунию наконец-то решитесь что-то высказать, показать свою точку зрения, или начнете вести блог, начнете проявлять свой голос. Тоже может быть по полнолунию. Полнолуние еще дает завершение. У кого-то из вас может завершиться старый источник дохода, и по новолунию начнется новый источник дохода. В эти дни не спешите с покупками, с решениями на эмоциях. Просто наблюдайте, как все складывается. Полнолуние всегда показывает, где вы переоценили себя, а где недооценили свои возможности. Будьте внимательны.
6 ноября Венера меняет знак и переходит в Скорпион. Ваш 8-й дом гороскопа — это тоже финансы. И в этот же день Венера образует гармоничный аспект между Марсом в Стрельце и Плутоном в Водолее. Когда Венера переходит в 8-й дом, начинается период глубокой внутренней трансформации и перестройки. И в ближайшие 2-3 недели поднимутся темы общих финансов, долгов, кредитов, выплат, инвестиций, наследства, алиментов. Может, вы будете в криптовалюту вкладываться или инвестировать. Все, что вы делите с другими людьми, сейчас будет высвечиваться, будет актуально. Может быть, вы будете оформлять кредит, получать одобрение на ипотеку, решать вопросы с выплатами, с пособиями, с налогами или просто возвращать долги. Могут появиться крупные траты на ремонт, на лечение, на вложение в семью, но при этом может прийти помощь от других людей, поддержка, перевод, подарок или неожиданное поступление средств. Это деньги, которые вы не заработали сами. Может, какие-то донаты, монетизация вашего блога. Венера в Скорпионе усиливает эмоции и делает отношения более серьезными. Могут быть в отношениях откровенные разговоры с партнером, ревность, выяснение, кто кому что должен, не только в деньгах, но и в чувствах. Но опять же, это все-таки там Венера находится, поэтому я думаю, это будет не жесткий, не какой-то резкий разговор, просто по душам. Венера может принести решение вопросов доверия и прошлых обид. Можете проговорить все с партнером, выяснить. Если в отношениях было напряжение, оно может выйти наружу, но это шанс очистить вашу связь и перейти на новый уровень. Венера в 8-м доме еще может дать прибыль вашему партнеру, то есть у вашего партнера поменяется зарплата, будет какой-то доход, что-то в его финансах, какие-то перемены, и это затронет ваш общий бюджет. Так, теперь об аспектах. В этот же день Марс в Стрельце делает благоприятный аспект к Плутону в Водолее. Это аспект силы, воли и внутреннего прорыва. Он действует примерно 3-4 дня с 5 по 8 ноября и дает мощную энергию для дел, где нужно обязательно, где нужна какая-то настойчивость или решительность. Особенно если вы планировали там, не знаю, на какую-то должность подать резюме, пойти на собеседование, запустить какой-то проект. Вот тут Марс и Плутон дают прям такую настойчивость, решительность, непоколебимость. Все, что вы начинаете в эти дни, может продвинуться быстрее. Оформление бумаг, поиск работы, юридические какие-то вопросы, судебные дела, переговоры, учеба, собеседование, запуск проектов, особенно которые связаны с иностранцами, с обучением, соцсетями или коллективом. Если вы хотели, например, начать преподавать, обучать, тоже очень классно вам тут этот аспект даст рывок. Марс с Плутоном усиливает внутренний стержень, и вы почувствуете, что больше не хотите зависеть от других, хотите контролировать ситуацию, свою жизнь и сами все решать. Хорошее время, чтобы закрывать долги, отстаивать. 8 ноября Уран сейчас, движущийся ретроград, возвращается из Близнецов обратно в знак Телец, во 2-й дом вашего гороскопа, где он пробудет до мая 2026 года. Летом он уже заходил в Близнецы в июле, показал вам новые направления, новые идеи, новые заработки, связи, способы жить свободнее. Но сейчас он возвращается в знак Телец, чтобы вы завершили какие-то старые финансовые материальные вопросы. Это как последняя глава большой темы, которая тянулась последние годы. Сейчас, смотрите, сейчас Уран делает финальный экзамен. Вот проводит он, что вы уяснили за прошлые 7 лет. Поменяли вы как-то свою сферу доходов, что вы вообще сделали. Траты, работа, уверенность в себе, отношение к деньгам, к ценностям. Сейчас у вас до мая идет экзамен, сдача экзамена по Урану в Тельце во 2-м доме, пока он шел 7 лет. Уран не чувствует себя комфортно в Тельце, потому что Телец любит стабильность, а Уран — это перемены. И когда он идет по вашему 2-му дому, он все время шатает почву под ногами, заставляет вас искать новые источники дохода, учиться зарабатывать нестандартно, отпускать старые схемы и больше доверять себе, а не внешней стабильности. Сейчас Уран вернется в Телец, что вы поставили точку в своей старой финансовой истории. И до мая 2026 вы окончательно разберетесь с долгами, ненадежными источниками дохода и научите обращаться с деньгами по-новому. Это может быть период завершения выплат, закрытия старых проектов, увольнения с работы, которая себя изжила, или переход на что-то свое, современное, гибкое, может быть онлайн. Тем более Близнецы — это тоже соцсети, это коммуникация, это что-то инновации по Урану.
У меня есть отдельное видео на каждый знак про Уран. Я оставлю ссылку, если не забуду, ссылку в описании под этим видео. Переходите, смотрите в ближайшие 7 лет с весны 2026 года, что Уран там у вас будет менять и делать. 9 ноября Меркурий переходит в знак Стрелец, разворачивается в ретроградное движение. С 9 ноября у нас ретро-Меркурий. Я запишу отдельное видео про ретро-Меркурий. Если вы хотите, ставьте плюсики. Ставьте плюсик, пишите плюс ретро-Меркурий. Я буду знать, что вам интересно, запишу. И для вас, Овны, это происходит в вашем 9-м доме гороскопа. Дом, который отвечает за поездки, визы, документы, обучение, суды, иностранцев, все, что связано с расширением горизонтов. Именно ретроградный Меркурий в Стрельце может создавать задержки, путаницу, пересмотры и возвраты во всех этих сферах. Может будет откладываться поездка, задерживаться рейс, или может быть визовое решение какое-то, нужно будет доносить какие-то документы, справки, переделывать документы, будет тянуться, что-то может тянуться, связанное с заграницей. Может быть путаница с датами, адресами, маршрутами, бронями, меняться планы, отменяться перелет, переноситься встречи. Может не с первого раза получится сдать экзамен, защитить свою работу или подать заявку на обучение. Все, что связано с оформлением бумаг и переговорами, может идти дольше обычного, и вам придется что-то переделывать или подавать повторно. Ретроградный Меркурий – это возвращение к старым темам. Переделка документов, которые давно лежали без движения, незавершенные переговоры, незавершенные какие-то разговоры с людьми издалека, с которыми вы когда-то обсуждали дела. Может быть возвращение бывших или возвращение людей из прошлого, людей другой культуры, с которыми вы давно не общались. Может сейчас возобновиться общение. Может снова свяжетесь с вашим преподавателем, юристом, работодателем из другой страны или человеком, с которым когда-то были планы по переезду. Время, когда Вселенная дает возможность все пересмотреть, поправить и уточнить. 11 ноября Юпитер разворачивается в ретроградное движение в знаке Рака в вашем 4-м доме гороскопа. Итак, сейчас у нас и Уран, и Сатурн, и Плутон ретроградные, плюс Юпитер с Меркурием еще разворачивается в ретроградное движение, поэтому конец года будет таким, не будут быстро продвигаться дела, которые будут начинаться в ноябре-декабре. Итак, Юпитер разворачивается в ретроградное движение, и он не будет давать каких-то бурных событий, но постепенно будет разворачивать в жизнь в сторону дома, семьи и корней. Он будет там до марта ретроградный. Может происходить возвращение к старым темам, связанным с жильем, с местом проживания. Может вы решитесь вернуться в страну или город, где вы раньше жили, съездите домой к родителям, на родину, или поймете, что хотите укрепиться на одном месте и перестать метаться. Пересмотр места жительства, пересмотр документов на место жительства, семьи, уклада семьи. Могут идти дела по оформлению документов, прописка, регистрация, аренда, оформление права собственности, налоги, бумаги, связанные с жильем или недвижимостью. Но будет медленно все продвигаться, учитывая столько ретроградных планет. И часто под таким Юпитером в 4-м доме начинают ремонт, перестановку, возвращаются, иногда бывает возвращение к идее улучшить свой дом, сделать его уютнее. В семейных отношениях идет возвращение, могут появляться контакты с родственниками, может вы будете мириться с родственниками, если не общались, разговоры о прошлом. Если вы живете за границей, период может привести желание вернуться домой или пересмотреть планы в эмиграции, переделать документы, продлить их, все, чтобы все было официально и правильно. Ставьте плюсик ретро-Юпитер или плюсик ретро-Меркурий. Я выберу, что вам интереснее, запишу видео по Юпитеру ретро или по Меркурию. Что можно делать, что нельзя делать и что именно конкретно может происходить. 17 ноября Солнце в Скорпионе делает благоприятный аспект к Юпитеру в Раке и Сатурну в Рыбах. Очень сильный, очень мощный день. 17 ноября, если у вас были какие-то планы, слушайте, что он может вам принести. На этот день можете планировать что-то важное, какие-то переговоры, подписание контрактов. Итак, день будет такой устойчивый, спокойный. Энергия водных знаков дает гармонию, поддержку и ощущение, что все начинает складываться само собой. И у вас это касается семьи, дома и финансов. Может решиться вопрос с жильем, одобрение, договор, переезд, помощь от родных или завершение ремонта. Может прийти перевод, может вам вернут долг или вы будете возвращать долг, закрытие кредита. Может появиться уверенность в завтрашнем дне по этим аспектам. Какие-то классные, хорошие новости.
Отношения в семье станут мягче, легче будет договариваться, обсуждать важное, почувствуйте поддержку. День подходит для того, чтобы уладить старые дела, навести порядок, восстановить спокойствие внутри. И все, что вы делаете в эти дни, даст вам прочные результаты и фундамент в будущем. 19 ноября ретроградный Меркурий вернется в знак Скорпион. Если сначала по ретроградному Меркурию вы разбирались с документами, визами, поездками, людьми издалека, то теперь внимание переключается на финансовые и эмоциональные темы. Могут возвращаться старые денежные дела, вопросы какие-то, выплаты, пособий, вопросы банковских счетов, имущества. Может, вы будете переделывать документы, уточнять суммы, ждать ответа от банка или от человека, который должен вам деньги. Транзит часто вытягивает прошлые связи и незаконченные разговоры, особенно если между вами и какими-то людьми остались сильные эмоции, обиды или недосказанность. Может быть, вам напишет бывший партнер или человек, с которым вы когда-то были близки. Прошу прощения за мой голос, я еще не до конца выздоровела. Дальше, 20 ноября происходит новолуние в Скорпионе, в том же вашем 8-м доме гороскопа. 8 и 9 дом самые активные у вас в ноябре. Там финансы, поездки, у вас вообще документы, какие-то юридические дела. По новолунию это начало чего-то нового цикла, связанного с деньгами, которые вы делите с другими людьми. Налоги, долги, выплаты, совместный бюджет, алименты, помощь от партнера, помощь от государства. Может, вы переехали в новую страну и подались на какую-то помощь от государства. Может, оформление документов, получение перевода, возврат денег, решение старого какого-то финансового вопроса. Могут подниматься тема доверия и отношений. Возможно, откровенный разговор, признание или решение отпустить прошлое и дальше идти. Новолуние помогает очиститься от всего, что тянет вас вниз. Долги, страхи, обиды, старые связи. Очень сильный день, глубокий, такой переломный. И то, что начинается сейчас, даст вам новый старт в теме финансов, эмоций и чувства внутренней силы. 22 ноября Солнце переходит в знак Стрелец, в ваш 9-й дом гороскопа. Время, когда проявляется все, что связано с вдохновением, движением, желание строить планы на будущее. Но не стоит пока спешить. Меркурий еще ретроградный до 29 ноября. Сейчас очень хорошо планировать, продумывать шаги, уточнять детали, собирать информацию, готовить документы, маршруты. Энергия Стрельца дает широту мышления и веру в себя. Поэтому с этого момента вы начнете видеть направление, куда вы хотите двигаться. Появятся идеи обучения, поездок, смены страны, подачи визы, развитие новых проектов. Можно начать изучать языки, готовить резюме, проверять сроки, условия. Все, что связано с оформлением бумаг, пока лучше не запускать, а именно подготавливать. После 29 ноября, когда Меркурий пойдет в прямое движение, вы уже сможете спокойно переходить от планов к действиям, подавать документы, покупать билеты, подписывать договора и начинать что-то новое. Сейчас же Вселенная дает вам паузу, чтобы вы все хорошо продумали, не спеша, без ошибок. Если у вас есть какие-то планы на ноябрь, пишите в комментариях, спрашивайте, я вам скажу, хорошо ли это начинать по ретро-Меркурию или нет. 26 ноября очень много аспектов, подробнее я расскажу в прогнозах на неделю, но я вам так скажу, если у вас какие-то вопросы по миграции тянулись, по документам важным, то конец ноября даст вам результаты, будут хорошие аспекты между Венерой, Юпитером и Сатурном. Конфигурация может принести вам конкретные события и в семье, и в личной жизни. Может, кто-то из ваших родственников, близких, мама, родители, муж, жена, родственники получат какую-то финансовую помощь, оформление или документы, которые долго ждали. Может быть, новости о вашей семье, новости о пополнении в семье, о переезде родителей, о ремонте, о продаже дома, завершении каких-то бумажных, наследственных вопросов. Лично для вас время, когда закрываются старые дела, особенно финансовые и юридические. Может быть решение по выплатам, документам, компенсациям или вопросы жилья и долга. 30 ноября еще и Венера переходит в знак Стрелец, ваш 9-й дом гороскопа. Овны, пишите мне, кто там из вас эмигрирует, переезжает, оформляет юридические документы и что тут у вас вообще происходит, столько такой активный 9-й дом, мне очень интересно. Или может вы в путешествие собираетесь, или вы может на зиму собираетесь на острова, на Бали, куда-то в Таиланд жить. Пишите, что у вас там происходит, к чему вы готовитесь в ноябре. Венера. А может, вы готовитесь к тому, что начнете преподавать по 9-му дому, тоже расширять свой кругозор, может, вы веру меняете, может, вы займетесь йогой и медитациями. Венера — это планета любви, финансов, гармонии, удовольствия. И туда, куда она приходит, там становится легче, приятнее, гармоничней. И в ближайшие недели для вас, Овны, станет
время провождения будет активное, более свободное. В отношениях появится легкость, доверие, вдохновение. Если у вас есть партнер, появится желание вместе путешествовать, строить планы на будущее, учиться чему-то новому, обсуждать свои цели, мечты. Если вы свободны, может вы познакомитесь с кем-то, с человеком из другой страны, культуры, или через интернет, или на обучении. Венера в Стрельце дает яркие, интересные, вдохновляющие отношения, где важно не бытовое, а духовное и интеллектуальное единство. В финансах может появиться везение через образование, поездки, интернет, преподавание, блогинг, международные связи. Доход может прийти из-за рубежа, от иностранцев или через работу, связанную с обучением, продвижением, онлайн-проектами, контентом. Могут быть траты на поездки, на путешествия, на визы, на обучение, на курсы, билеты или духовные практики, ретриты, семинары. В целом Венера в Стрельце принесет вам легкость, радость и вдохновление. Все, что связано с путешествиями, творчеством, расширением горизонтов, будет складываться очень гармонично. И этот период поможет вам снова поверить в лучшее и увидеть, что мир для вас открыт. Стоит только захотеть. Переход Венеры в Стрелец, ваш 9-й дом, принесет вам вашу пару легкость, обновление и вдохновение. Может быть совместная поездка, больше общения, интереса друг к другу. Появится желание вырваться из рутины, сделать что-то новое вместе, сменить обстановку, съездить к морю, провести выходные вместе, посетить другое место, страну. Это время, когда важно снова почувствовать общие цели, смысл, вспомнить, что вас связывает с вашим партнером, не только быт, но и вдохновение. А для кого-то Венера в 9-м доме может проиграться как работа за границей или доход из-за границы, доход от каких-то международных дел, международных операций, международных каких-то проектов. В общем, ноябрь заставит вас навести порядок в своих финансах, отношениях, личных целях и делах заграничных. Месяц про расставание с лишним, укрепление того, что по-настоящему важно, деньги, дом, семья, люди издалека, другие страны, внутреннее состояние. Все это выйдет на первый план. Вы должны решить, где жить, с кем быть и на что тратить свои силы. Все старое, неустойчивое, пустое уйдет само по себе. После 20-х чисел появится легкость, ясность, откроются новые возможности, появится желание двигаться, учиться, менять обстановку. Главное не суетиться, не принимать решений на эмоциях. Ноябрь очищает, освобождает и готовит вас к обновлению. Делайте ставку на честность, порядок и внутреннюю дисциплину. Так вы выйдете в плюс. Благодарю вас за приятные комментарии. Я все читаю, мне очень приятно. Я желаю каждому моему подписчику, который меня поддерживает под всеми видео, пишет приятные слова. Желаю вам всем финансового изобилия, удачи, любви и всего самого хорошего. Посылаю вам свою позитивную энергию. Спасибо, что вы обмениваетесь энергией, что я вам даю информацию, рассказываю, как пройти этот месяц, а вы в ответ, взамен поддерживаете меня лайком, подпиской и комментарием. Это и есть обмен энергией, и тогда этот гороскоп идет вам в плюс. Благодарю вас за поддержку, за просмотр и желаю вам удачного и счастливого месяца ноября, дорогие овны.